Челлендж, после которого, казалось бы, нереально остаться в здравом уме. Целых 24 часа постоянного напряжения и скорости. Вызов моему физическому и психическому состоянию. Для меня такие челленджи не были уже чем-то новым. Я уже морил себя 10-часовыми картами целых 3 раза. И я чувствовал себя терпимо. Поздравляем. С днем 10 часов ретины. На этот же раз мне стало интересно, как я буду чувствовать себя после 24 часов игры. Я редко об этом прошу вас, но я буду очень благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, потому что для меня это одно из самых легендарных видео за всю историю моего канала. Спасибо и погнали! Дабы сделать данный эксперимент еще интереснее и сложнее, я поставил себе ограничения. Выключил для себя чат на Твиче, отключил уведомления и сообщения в ОСУ, а также не имел права заниматься чем-либо еще за компьютером, кроме игры в ОСУ. 24 часа — это огромный кусок времени, и я знал, что мне нужно подготовиться к этому челленджу основательно. Я намеренно лег позднее днем накануне, чтобы проснуться позже, и как следствие, чтобы мой энергетический запас растянулся на подольше. Для того, чтобы не голодать, я закупился целыми 4 пиццами, которые уплетал каждые 3-4 часа. Для того, чтобы оставаться в энергии и не уснуть, я купил 3 энергетика и целых 2 баклахи черноголовки без сахара. И вот, таймер запущен. Чат закрыт, телефоном я пользоваться не могу, передо мной лишь эта игра, и мне предстоит в нее играть целых 24 часа. Поначалу нет даже понимания и осознания, что это все реально, что мне действительно придется целые сутки провести за этой игрой. За все мои 12 лет игры в ОСУ максимальное время, которое я провел за игрой подряд, составляло около 11 часов. Теперь мне предстоит перебить это время более чем в 2 раза. И конечно, от этого осознания мне нелегко, но куда уж деваться. Сессия началась как обычно, разминка в изи моде, затем ноу-мод, я был полон сил, а ими таппинг чувствовались как никогда идеально. В этот раз я решил сделать упор на даблтайм, чтобы игра шла динамичнее и менее нудно. И вот первая карта, которую я запускаю с даблтаймом. Бля, мне опять все переигрывать, я так не хочу. Именно она задала вектор и помогла понять, чем же я буду заниматься следующие сутки. После недолгих попыток я выбиваю лучшую аккуратность на этой карте и снайплю легендарного Матхи. В целом первые 4 часа прошли как по маслу, а после первой банки энергетика дело пошло еще бодрее. Но без чата и какой-либо связи со внешним миром, конечно, пришлось тяжело. Бля, ебать, что вы этот энергой засунули? Меня прет. Пиздец, меня прет. Маму. Короче, я специально переместил микроволновку в свою комнату, чтобы разогревать пиццу и не уходить, короче. Перед глазами только ноты и слайдеры. Как ни крути, рано или поздно начнешь сходить с ума, и мозг станет развлекать себя сам. Под вечер на 5-часовой отметке я ощутил первые проблемы с усидчивостью. Из головы изредка буквально выпадали ноты. Я либо забывал о них, либо просто не замечал и играл так, будто их вообще нет. Я не помню этого, почему? Почему я впервые это вижу? Я клянусь, этого не было на карте. Откуда бёрсы появились? Чё, блять? Но пока что это были единичные случаи на конкретных картах. Также у меня стояли мемалерты, и зрители могли кидать любые звуки на стрим за донат. Как вы думаете, что же могут отправить человеку, который остался наедине с собой и залипает в кружочке? Конечно, скримеры, которые напрочь сбивали фокус. Блять, я так обосрался, нахуй, это пизда. На более поздних этапах челленджа зрители начали активно пользоваться моим состоянием. Суки ебаные. Хватит, блядь, хватит. Уёбки ебаные, хватит. Но скорость читалка и желание ставить результаты еще не пропали. Я продолжал покорять лидерборды на любимых картах и вовсю наслаждался процессом. Мне даже казалось, что это никакой не вызов, хотя иногда становилось паршиво от осознания, что впереди еще 70% челленджа, и все трудности только начинаются. Какая же мне пизда. Но в целом игра шла как никогда хорошо. Правда, усталость все-таки подступала, и я четко ощутил это, когда моя стабильность начала стремительно падать. Все, у меня нету читалки. У меня, блядь, я не знаю, я просто на автомате карту играю. Просто ноты нахуй не вижу, клянусь. Если в первые часы на хороший результат уходил от 5 до 20 минут, то в районе 7-8 часов я тратил на карту уже от получаса.
тому же напряжение в кисти нарастало. После каждой мапы требовался хоть какой-то отдых. Рука слишком быстро забивалась, но пока, к счастью, обходилась без сильной боли. Деваться мне, к сожалению, было некуда. Спустя время я вспомнил о карте, которую хотел фкшнуть еще в далеком 2023 году и принялся ее гриндить. После нескольких обидных щелков я все-таки осилил совершить первое ХД ДДФК в мире на этой мапе, спустя 8 лет после ее выхода. Ой, блядь, слава богу! После этого результата моя стабильность, мягко говоря, пошла по пизде, что наглядно видно по частоте первых мест. Разница между ними стала огромной. В итоге пришлось пересесть на нищие 6-7 звезд, чтобы хоть как-то подпитывать мозг дофамином. Привычные 8-9 звезд я уже не вывозил так же уверенно, как несколько часов назад. Речь становилась все более заторможенной, руки и плечи ощутимо заныли, голова потихоньку закипала, а впереди оставалось еще целых 13 часов. Чувствую себя максимально хуёво от того... На одну карту у меня вообще ушло около 40 минут, чтобы занять там первое место, хотя она не была для меня слишком сложной. В обычной сессии я бы закрыл ее максимум за 5 минут гринда. Зрители продолжали закидывать меня скримерами, чтобы помешать сделать ФК. Из-за того, что я не вылезал из ОСУ почти 12 часов, я пугался как последняя мразь от каждого звука. Я уже чувствовал себя как самый сушеный изюм на планете, а это была только половина всего челленджа. Я продолжал играть ДТ, хоть и через невыносимые страдания. После отметки в 12 часов время потекло гораздо быстрее. Голова перешла в режим максимального энергосбережения. Бля, у меня на таком автоматизме все происходит, это просто пиздец. У меня единственное, что сейчас работает, это мышечная память. Только из-за этого я сейчас играю. Пизда просто. Я физически больше не мог напрягать руки, как бы ни старался, поэтому контроль окончательно пошел по пизде. Не получалось стабильно играть джампы, все объекты сливались в какой-то огромный комок, я перестал воспринимать отдельные паттерны. Честно, это ощущалось мега странно. Ты играешь буквально на автомате. Мозг не способен анализировать происходящее и не думает, сколько времени уходит на карту. Он просто выполняет монотонную работу на рефлексах. Глаза видят ноту, я нажимаю без задней мысли. 16 часов каким-то образом позади, бля, я не понимаю как. Я не понимаю, как 16 часов я уже проиграл, блядь. По ощущениям, я 5 минут назад в ОСУ зашел. Пиздец. Я прям чувствую очень сильный зажим. Вот, короче, между спиной и плечами, короче, серединка вот эта. У меня просто кисть болит уже, ну, держать мышку просто банально. Бля, ладно бы оставалось 2-3 часа, но, блядь, 8 часов еще как-то привести, это просто ебаный ужас. Я не представляю, что мне играть, честно. На исходе 16 часов я понял, что ДТ больше я не вытягиваю. Ноты появлялись слишком быстро, я банально не успевал реагировать на них даже на самых простых картах. И я переключился на ноумод. Вот тут я осознал главный подводный камень всего челленджа. Из-за того, что я слишком долго и быстро двигал рукой в ДТ, она не могла контролировать мышку. Буквально. Каждый раз, когда я пытался напрячь кисть, чтобы нормально сыграть слоупарт или стримы, где важен контроль, в правой руке возникала острая боль. У меня руки ужасно болят, чтобы это нормально водить. Я понял, что придется тупо терпеть. ДТ адекватно играть я уже не мог, а ноумод давался только через силу. Но к моему удивлению, я начал чувствовать себя достаточно уверенно на картах, несмотря на эту режущую боль в запястье. Я также пробовал запускать долгие мапы по 20 минут, чтобы хоть как-то убить время, потому что идеи, что играть, иссякли. Но я не учел, насколько сильно будет болеть моя кисть во время этих карт. Боль буквально стреляла, рука будто впечатывалась в мышку, пальцы становились каменными и толком не двигались, приходилось постоянно их разминать. Наконец-то этот жиробас съебал, и мы можем насладиться лучшей частью его сраных стримов.
Путем проб и ошибок я выяснил, что быстрые карты с джампами и бёрстами даются мне гораздо комфортнее, чем медленные, где нужно долго удерживать курсор в статике. Поэтому на 22-м часу игры я начал играть 9 звезд в ноу-моде. Да, это звучит как пиздец, но мне и вправду было легче хуярить именно такие карты в таком БПМе. На удивление, даже стримы и бёрсты давались проще. Все потому, что я уже не был в состоянии банально напрягать руку. Выносливость попросту не тратилась из-за этого. Так что, если хотите улучшить стамину ВОСу, берите на заметку. Нужно просто поиграть 20 часов подряд. Ваша рука забудет, что такое усталость, потому что она и так мертва. А вот в этом фрагменте вы можете понаблюдать, как пальцы на моей правой руке даже не двигаются. Но при этом я все еще каким-то образом эссесую эти 260 BPM стримы. И вот 24 часа игры практически позади. Во мне открылось как будто шестое дыхание. Я перестал чувствовать боль или дикую усталость. Но лафа закончилась, когда пришел черед финальной карты. Osu Favorites. Какие-то никчемные 7 звезд. Казалось бы, в чем может быть проблема пройти самую последнюю карту? Последний рывок. На деле это оказалась самая мучительная карта за всю мою сессию. Именно на ней я ощутил все последствия 24-часового марафона. Мою правую руку пронзила такая боль, какой я не чувствовал никогда прежде за 12 лет игры. Даже во время 10-часового гринда одной карты. Опять же, деваться мне было некуда. И я ее сыграл. У меня запястье горит буквально. Хуй знает, но это очень больно. Дайте ебаную передышку, блядь, карта! Очень больно. Еще больнее стал, клянусь. О! Клянусь, еще больнее стало, блядь! Это пизда. Это пизда. В пальцах тоже, сука, теперь боль! Бля, я еле мышкой двигаю. Поздравим с завершением самого тупого челленджа от Чиконева in the chat, you are fucking legends. Forever, forever, oh, na 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 na, do 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 do, resistance. Любимый русским делай Все. Вы охуеете, но это конец. Каковы итоги? Это был самый худший челлендж в моей жизни, который в результате ничего мне не дал, кроме видео, которое вы сейчас смотрите. 1700 плейкаунта за одну сессию. Для понимания, столько некоторые не выбивают даже при активной игре за месяц. Ровно 20 первых мест на тяжелых и простых картах. Ну и конечно, убитые руки, плечи, спина и шея. Какова мораль данного видео? Да никакой морали нет, бля. Не повторяйте этот челлендж, он вам ничегошеньки не даст. Справедливости ради, время в таких условиях действительно течет иначе. Твое восприятие реальности сужается до рамок одной игры – Osu. Для тебя больше не существует улицы, людей, кухни или других игр, только ты и монитор. Самым тяжелым периодом я без сомнения могу назвать отрезок с 10 по 16 час. В это время силы были уже на исходе, а осознание того, что впереди осталась еще добрая половина пути, добивало морально и физически. На удивление, последние 8 часов ноу-мода пролетели мигом. Сам не могу объяснить почему, но в целом, опять же, 10-й раз не повторяйте это, хотя думаю, у вас такой мысли даже и не возникало. Так или иначе, всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал в знак уважения к моим страданиям. Если же хотите увидеть еще больше контента по Osu, залетайте на мой Twitch. И не забывайте про Telegram-канал, где прямо сейчас проходит розыгрыш на целый год Osu саппортера всего за подписку. А с вами был Чикони, всем удачи и до скорых встреч. Пока. Также хочу напомнить, что если вдруг вы хотите подтянуть свои Osu скиллы или узнать что-то новенькое, то я запустил свои Osu уроки, где вы можете буквально нанять меня на час. Или на больше, по вашему усмотрению. Вся информация в моем телеграм-канале в закрепе. Всем спасибо и пока.